Привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. Сегодня, как я и обещала в прошлом видео, мы сделаем сравнение нового Kuga Kirin G3 с Kuga Kirin G2 Pro. Подробные обзоры на обе эти модели вы можете найти в прошлых видео на нашем канале или по ссылочкам в описании под этим видео. Я лишь вкратце озвучу основные моменты. У обоих самокатов ведущее колесо располагается сзади. Если верить официальным данным, то Kirin G3 оснащен мотором 1200 Вт, а Kirin G2 Pro – мотором мощностью всего 600 Вт. Да, это стало неприятным сюрпризом для тех, кто любил старые, резвые 1000-ваттные G2 Pro. Но тест-драйв G3 показал, что и он не такой резвый, как можно было бы ожидать. И именно поэтому мы сравниваем его с G2 Pro, а не с G1, как я изначально хотела. Хотя и про него я наверняка замолвлю словечко. Батарея у G3 емкостью 18 ампер-часов с напряжением 52 вольта. У G2 Pro 15 ампер-часов с напряжением 48 вольт. Как утверждает производитель, G2 Pro максимально может проехать до 45 км на одном заряде. В инструкции к G3 указано 40 км на одном заряде. У G3 подвеска эластомерная, очень упругая, короткоходная. У нового G2 Pro наоборот, эластомеры сменились пружинной подвеской по типу Kuga G1, поэтому он стал более мягким и пружинистым. Изменились у G2 и колеса, они стали меньше – 8,5 дюймов вместо 10. Тормозные диски тоже, соответственно, стали меньше. Рекуперация на нем отсутствует. У G2 чуть уже дека, но зато она больше в длину. Оснащение руля и бортовой компьютер у них плюс-минус одинаковые. Ну да, у G3 дисплей сенсорный, но радость от этого проходит довольно быстро. У G2 есть вольтметр с ключом, а значит его не так страшно оставить на пару минут на улице. Уехать на G3 можно за пару секунд. На G2 Pro вдобавок к ходовым огням, встроенным в деку, установлена не самая плохая фара на руле. Но даже если вы захотите ее сменить, то это будет сделать гораздо проще, чем доделывать проводку там, где ее вовсе нет. У G3 вместо фары простой отражатель, и он же фиксатор механизма складывания. Надежный, конечно, но крутить его приходится довольно долго. Сложить G2 Pro можно гораздо быстрее. Также у G2 Pro есть регулировка высоты руля, потому что в комплекте с ним идет сидушка для езды сидя. С установленным сиденьем G2 Pro на 1,5 килограмма тяжелее, а без сидушки на 2 килограмма легче. Ну что ж, давайте уже на практике проверим, какой из них лучше, резвее и удобнее. Стоит ли переплачивать за G3 или можно остановить свой выбор на более универсальном G2 Pro? Несмотря на то, что G3 вроде бы должен быть в 2 раза мощнее, чем G2 Pro, но едут оба самоката примерно с одинаковой динамикой, во всяком случае с моим весом, и пока они оба заряжены. Без GPS и без камеры я лично разницы не почувствовала. Я стала замечать, что G2 стал более вялым только после того, как у него осталось меньше 40% заряда. Но, по словам нашего оператора, он с его весом с самого начала замечал, что G2 Pro тянет чуть слабее. Но, конечно, не в 2 раза. Разницу в динамике видно на кадрах с замером скорости. На G3 я быстро обгоняю оператора на G2 Pro и уезжаю далеко вперед. Но максимально разогнаться получилось до 43 км в час, хотя на БК были все 50. Когда я ехала на G2 Pro, заметно, что динамика разгона более плавная. Тем не менее, разогнался он даже больше, чем G3, до 46 км в час. И спидометр у G2 точнее. У нашего оператора в это время на G3 максимальная скорость была 39 км в час, а на G2 Pro он смог разогнаться до 42 км. На скорости было заметно, что G2 Pro лучше держит дорогу и едет ровнее. У G3 руль на скорости начинает слегка болтать из стороны в сторону. Кстати, у старого G2 Pro на эластомерной подвеске тоже была проблема с воблингом. Курок у G3 имеет очень большой свободный ход и срабатывает с задержкой. То есть полезный ход курка очень короткий, и о какой-то плавности управления с ним речи не идет. Хотя в целом с места трогается он без рывков, но в движении иногда пинки ощущаются.
У G2 Pro нет свободного хода курка. Плавность разгона зависит от силы нажатия. Это делает езду гораздо более комфортной. Если вы катаетесь на одном и том же самокате все время, возможно, вы привыкнете к каким-то минусам и перестанете так сильно их замечать. Но когда едешь на удобном, плавном, приятном G2 Pro и пересаживаешься обратно на G3, он начинает ощутимо так раздражать. К тому же в какой-то момент курок на G3 еще и стал залипать в нажатом положении, что вообще может обернуться аварией и травмами. В копилку к минусам на G3 добавилось и корявое переключение скоростей. Да ёпть. Мать твою. Ни в экран, ни на кнопку на ходу тыкать неудобно и приходится останавливаться. А скорости переключать приходится, потому что ехать, к примеру, 20 км в час, не дергаясь на третьей скорости, из-за курка почти невозможно. В итоге управление оказывается даже удобнее на G2 Pro, где нет никаких инновационных дисплеев, но есть простая и удобная кнопка. На G3 короткая и не самая удобная дека. К тому же сильный наклон руля, который оставляет для райдера совсем мало места. Опять-таки к этому можно привыкнуть и ездить постоянно с подножкой. Но с другой стороны, зачем, если есть G2 Pro, у которого изначально удобнее и дека, и подножка, которая очень эргономична и идеально встает под подъем стопы. Конечно, если у вас нет плоскостопия. Покупайте G2 Pro вместо ортопедических стелек. Ссылка на магазин в описании под этим видео. И вообще, приезжайте в магазин на тест-драйв, чтобы самостоятельно проверить, какой самокат круче. Подвеска на G2 тоже, пожалуй, комфортнее, хотя на грунтовых дорожках G3 справлялся отлично, особо разницы не ощущалось, но в городской среде, когда весь асфальт в трещинах и заплатках, G3 заметно пожестче, а G2 проезжает их плавнее, даже несмотря на меньший диаметр колес. Но если уклон подножки G3 не самый удобный для езды, то ее верхняя часть отлично подходит для того, чтобы поднимать самокат на дыбы и запрыгивать на бордюры и другие препятствия. Крылья дорабатывать нужно на обоих самокатах. Но если на G3 можно обойтись только передним, а заднее в целом неплохое, то на G2 и то фигня, и то фигня. И на мокром асфальте вас закидает с обеих сторон. С торможением все не так однозначно. G2 Pro, конечно, не хватает рекуперации. На G3 рекуперация есть. Но работает как-то странно. То ли она не всегда срабатывает, то ли срабатывает слишком поздно. Но у меня получилось так, что тормозной путь у него даже больше, чем у G2 Pro. Хотя иногда бывает, что он наоборот тормозит слишком резко. Мне лично на G2 было комфортнее, потому что ты точно знаешь, чего ожидать. Хотя стираются колодки достаточно быстро. И с большой нагрузкой это будет еще быстрее и может стать настоящей проблемой. Поэтому наш оператор сказал, что для него G3 все-таки тормозит увереннее. Ну и конечно, с его весом G2 Pro проигрывает по тяге при подъеме в горку. Там, где въехал G3, ему немного не хватило сил. Возможно, если ехать с разгоном, он бы и справился. Но с места ускорения ему не хватает. Даже я почувствовала, что у G2 Pro тяга похуже. Но на разницу в мощности в 2 раза это совершенно не тянет. Ну и конечно, G2 Pro проигрывает по дальности хода. Он смог проехать 31,5 километр. К концу заряда он начинает тянуть все хуже и ехать все медленнее. Так что его выключение не станет для вас сюрпризом. G3 теряет заряд равномерно и лучше сохраняет динамику даже на низком заряде. Выключаться начинает, когда у него осталось меньше 2%. А проехать он смог 40 км по GPS, ровно как и написано в инструкции. Но бортовой компьютер у него привирает километров чуть ли не на 10. В итоге, конечно, небольшая разница в мощности и дальности хода все-таки чувствуется. Но не сказать, чтобы эта разница стоила бы того, чтобы за нее сильно переплачивать. Особенно если весите вы немного, то для вас это будет вообще малозаметно. К тому же G2 Pro сильно вырывается вперед и выигрывает в удобстве и комфорте во время езды. Хотя комфорт тоже дело субъективное. Но есть и еще один плюс – это наличие сидения в комплекте.
И даже если сейчас оно кому-то кажется нафиг ненужным, то никогда не знаешь, как жизнь повернется. Я, например, с вывихом ноги каталась с большим удовольствием. Так что берегите себя на дорогах и не только. А у меня на этом все. С вами была Лена и магазин Куга Самокат. До скорых встреч!